Мы с вами на прошлом занятии проходили тему Hot Q и Hot Q Loop. Вы, наверное, помните об этом. И сейчас давайте посмотрим, какие еще фишки можно применять для того, чтобы, когда я буду играть микс, вы понимали, что происходит с оборудованием и с моими руками. Итак, у нас, например, загружен трек. Как мы можем его изменить, имея всего лишь Hot Q? Этот секрет, который для многих начинающих диджеев является загадкой, и у них даже в наличии на их контроллерах или на ваших контроллерах есть такие штуки, как пэды, но вы не пользовались Hot Q, а именно этим занимаются знаменитые люди, работающие с сэмплерами или с пэдами, потому как основа вся идет от сэмплинга. То есть вот сейчас вы видите вот здесь вот сэмплер. Каждый из них, из этих пэдов, красных, больших, жирных кнопок, прорезиненных, несет какой-то конкретный звук. Будет урок в 4 модуле, когда я конкретно продемонстрирую, как это делать. Но сейчас я рассказываю вам предысторию, потому как эти люди, которые создавали биты для хип-хопа, они научились работать с этим очень круто. Благодаря этому появилось очень много интересных треков, и сейчас я не буду углубляться в каноны музыкальной истории и то, как это все рождалось, потому как это очень долго, и вы можете эти вопросы задать на мастер-классах, я вам обязательно расскажу. Но сейчас вы должны понять, что каждая ваша кнопочка на вашем контроллере, которая у вас есть, либо если вы приобретаете DDJ XP1, в котором на каждый канал по 16 таких пэдов, так же как на стандартном классическом сэмплере, то вы можете использовать это как самое грозное оружие, особенно если вы играете с использованием треков с вокалом, потому как вы можете брать акапеллы, резать их на куски, не пользуясь программой для редакции, а запоминая Hot Q и тем самым играя. Давайте посмотрим, как можно делать это на простом уровне. Поэтому мы чувствуем ритм. И, например, дальше мы быстро переключаем на следующий трек, и мы уже готовы. У нас трек проиграл несколько секунд, и мы готовы. У нас они разные по скорости, как мы видим, и у нас динамика, то есть у нас нормальный микс. Никто не скажет, что вы как-то криво свели, то есть люди, потому что им пофиг. Они не знают, что вы делаете. Для человека, который на танцполе, ему важно видеть крутого, красивого диджея, который улыбается, который дарит крутой музон, и который дарит это динамично, то есть, ну, или позитивно, атмосферно, все зависит от ситуации и места, где вы играете. Очень важный момент, что человек вообще не знает, сводите вы трек на трек, делаете вы плей-стоп, играете вы на контроллере, на пластинках или на флешках, или на компьютере, человеку на это просто плевать. Он слышит музыку, конечный продукт, а конечный продукт вы можете создавать как угодно, нарезая куски, как вы хотите. И техника плей-стоп одна из отличных техник, которая позволяет вам уйти в сторону от конкретно стереотипов диджея, что диджей обязательно должен накладывать ритм на ритм. Но ломаные форматы, например, так не сводятся. Но самое интересное, я сегодня вам рассказал, что можно это применять и в техно, и в хаусе. Потренируйте этот момент, просто потренируйте. Второе микрозадание вам – это
потренировать, найти в техно и в хаусе форматах, или, например, если вы любите электрохаус или фьючер хаус, потренировать включение следующего трека, то есть вы должны подобрать 2 трека друг другу подходящих и потренировать включение и выключение, то, что я вам показал. То есть еще раз я вам покажу сейчас. У нас играет трек, и вы должны нажать на play следующего трека и увести фейдер предыдущего. Все. Easy. То есть вам не надо сверхъестественного чего-то делать. Давайте слушаем дальше. Nếu muốn kiếm fame thì nên tìm ở nơi khác. Mấy em tin có, thương có rapper, thích đi chỉ trích sẽ cùng tìm với partner. Gom hết vào đây là một lượt cho nó nhục. Thêm bên oxy để phun lửa cho nó nhục. Mày sẽ thở gấp khi chuẩn bị nghe top flow. Motherfucker jam bitch. Ghét tao thì sao vì tao vẫn cứ rapping và kiếm tiền. Hay đó chỉ là gia vị như lời đang vô dù rằng nó phiền. Nhưng tao không ngại gì đâu, thích show trình độ thì tao có liền. Cái đầu phiên lên tới nóc thì tao chịu nó mới sốc đít. Xin phía như thế này nó mới khóc. So sánh tự nhiên Nicky xin cảm ơn vì điều đó. Nhờ tụi mày mà tao mới biết ở trong rap này còn nhiều chó. Nghề của tụi mày là đánh hơi và săn lùng. Tụi bút xích cái đám cùng ngựa và sau đó là ăn cùng. Mấy con nhóc này tập đúng và tao nhận là nào queen. Nếu mà lời của tao là fact thì lời từ miệng mày đầy tin. Sexy ở chỗ nào, mong mơ ở chỗ nào. Tao không bịt bằng mấy sợi dây mà lấy rõ mỏ mày gõ nào. Ok, lần cuối tao đem tụi mày ra thế nào. Rap việc mà không có tao cũng như mấy trận tiếp mà không dông bảo. Con đường tụi mày là vợt, con đường tao đi là trời. Vì tụi mày thích trầu và chợt còn tao bao số thì luôn được mời. Tao kiếm tiền trên đầu tụi mày nhưng tụi mày thì đâu có thấy. Bắt đầu đã lòi mặt chuột đắt khi mày nhà vẫn chưa có cháy. Money, fame, fun, tự tìm đất chứ đâu cầu mời. Shine be like a star, mày sẽ thấy ở trên bầu trời. Let me go in a little bit, know what I normally do. Punches, wordplay, flow, when I spit a little bit, make the basic MC get sick a little bit. Till they don't bite my bars, I'm like cool, but my juice they sip a little bit. Telling me I should beg a tune off and do, I'm like me. I can't like dick a little bit. Yeah, I might flip a little bit, I'm raising a clap down and a dip a little bit.